Сегодня мы поговорим о восстании Сирии Наливайко, о Константине Острожском и шире о событиях в Речи Посполитой в конце XVI века. Начнем издалека, со времен Люблинской унии, продолжим Брестской церковной унией, затронем само восстание Наливайко, его причины, его следствия, и поговорим о том, что происходило в Восточной Европе во второй половине XVI и в первой четверти XVII века. Это очень любопытный период. Именно там мы можем найти корни всех последующих событий, в том числе крушение Речи Посполитой, возвышение Российской империи, Германской, Австро-Венгерской, гибель шляхетского государства Польши. А все началось с очень простой и важной мелочи. С того, что есть такие украинские черноземы. Но они не украинские. В то время это была Литовская Русь, но не суть важно, это вопрос терминологии. Достаточно долго, будем считать это со времен крушения Киевской Руси, и примерно до первой четверти XVI века ценность этих земель была весьма условной. Земля имеет смысл в том случае, когда ее есть кому обрабатывать. Там, во-первых, не было кому обрабатывать и некому было продавать продукты земледелия. Все резко изменилось с того момента, когда в Западной Европе, в Англии, в Голландии, во Франции возник дефицит зерна, дефицит пшеницы. Там развивалась промышленность, происходило становление молодых буржуазных государств, которым требовалось, городскому населению которых требовалось много продовольствия. А земель у них было немного. При том сельское хозяйство, которое было в то время, требовались большие территории для возделывания пшеницы. Эти территории лежали по Днепру и восточнее. И вот с этого момента Польша, тогда это была Польша, потом это была Речь Посполитая, обратила внимание на территории, которые допреж были всего лишь диким полем. В 1569 году Литовская Русь ушла под руку польского короля. По многим причинам, но основная из них была одна. Гульден за пуд. Талер за пуд. Гульден или талер за пуд украинской пшеницы. Именно эта причина и послужила крушению Великого княжества Литовского и созданию конфедерации Речи Посполитой, где Литва становилась младшим партнером Польши. Это естественно и понятно, объяснимо, потому что пшеница, собираемая с земель Литовской Руси и далее с Дикого поля, это были живые деньги. Живые наличные деньги, которые можно было получить здесь и сейчас. Это полностью, решительно разрушило тот уклад, который существовал на Литовской Руси с начала времен и до первой половины XVI века. Во главе угла стала нажива. Я думаю, вы можете провести параллели с нынешним временем. Уклад разрушился, потому что возник новый фактор – спрос на продукцию этой территории. И поэтому магнаты Литовской Руси ушли под Польшу, поэтому они начали принимать католичество, поэтому духовенство православное Литовской Руси решило принять унию. Поэтому та Русь, которая существовала со времен Владимира Святого и Ярослава Мудрого, исчезла. Появилась Польша. Появились польские земли на территории нынешней Украины. И в этой связи особняком стоит фигура Константина Острожского, Василия Константина Острожского, сына знаменитого князя Острожского, правителя Приорши, который один решил противостоять всему этому.
который один решил, что нажива не есть цель жизни, что деньги это не мечта и основной принцип жизни, а просто средство. Он решил остаться верным заветам отцов, остаться верным вере предков, остаться русским православным. Он не был большим военным деятелем, как его отец. Он был политиком, весьма хитроумным. Но, к сожалению, или, может быть, для кого-то к счастью, его замыслы не удались. Восстание Наливайко, которое ставило целью создания княжества русского, в котором бы жили русские православные люди, оно не случилось. Константин Васильевич Острожский не стал князем русским. Речь Посполитая не получила третью равноценную часть, оставшись Литвой и Польшей. Но и те, кто противостоял Острожскому в этой эпопее, не нажили счастья. Дьявол рассчитан черепками. Все роды, которые пришли из православия в католичество, княжеские, магнатские роды в Литовской Руси, они очень быстро, в течение буквально 1-2 веков, вымерли, исчезли с лица земли. И Черторийские, и Вишневецкие, и прочие. Они предали веру отцов, они предали свой народ, они стали поляками и католиками и исчезли. На их место пришли совсем другие люди, совсем другие владельцы, которые уже не так рьяно занимались грабежами, насилиями и отъемом собственности, а хотели просто красиво и богато жить, используя добытое предками имущество. Но у них это не получилось. По той простой причине, что никогда нельзя нажиться за счет горя других. Нельзя. Они хотели это сделать, у них это не получилось. На фоне всех этих предателей, а это были предатели, предавшие веру отцов и свою кровь, образ Константина Васильевича Острожского и его учителя-племянника Селина Наливайко стоит по особе. Это люди не предали ни свою веру, ни свою кровь. Они остались русскими и православными. И они умерли, как русские и православные. 9 серий, которые вы посмотрите, говорят об этом подробно. К сожалению, мы не смогли снять все, что хотели, из-за существующего нынче режима на границах, из-за карантина. Но я думаю, что вполне вероятно, что в ближайшем будущем мы все-таки сделаем это, потому что это будет красиво и ярко, и более зрелищно. Но и то, что мы сейчас сделали, это тоже достаточно много. Смотрите наши фильмы, слушайте мои лекции и попытайтесь понять суть происходящего ныне в Отечестве нашем. Спасибо за внимание. Итак, поговорим о Великом княжестве Литовском и восстании Наливайко. События давние, времена полузабытые, исторические персоны практически легендарные. Но фишка в том, что сегодняшние события на Украине, все они родом оттуда, со времен Кревской унии и еще раньше. Начнем мы, помолясь, с XIV века, потому что, увы, корни наших проблем именно там. Как известно, общепринятым, общеизвестным и юридически достоверным правителем Великого княжества Литовского первым был Гедемин. Кто был до него, какие там были князья, предводители войск и прочие псевдомонархии, достоверно неизвестно. Миндовк, Миндаугас, Квитень,
в общем-то, трудно понять, трудно вспомнить. Лучше всего считать от Гедимина, потому что о его существовании споров нет. Он существовал, он правил, он оставил после себя государство, оставил после себя наследников, и по большому счету именно с Гедимина считается великокняжеский род. То есть, если в Великокняжестве Московском Рюриковичи, то на Западе Гедиминовичи. Как, впрочем, и Ягеллоны это тоже Гедиминовичи, но об этом позже. Князь Гедимин поставил в вассальную зависимость и частично захватил земли бывшей Киевской Руси. Это название номинальное, на самом деле никакой Киевской Руси не существовало. Был союз государств восточнославянских на территории Белоруссии, Северной Украины и Запада Российской Федерации нынешней. Вот. Гедимин захватил белорусские земли и начал продвижение на юг и на восток. Поначалу Волынь, Новгород-Северские, Черниговские земли, а под конец своего правления уже и Киев. Но Киев он еще номинально не захватил. В Киеве оставался крымский баскак, потому что эти территории номинально были золотоордынскими данниками. Они платили дань Золотой Орде и юридически были частью Золотой Орды. Ситуацию поменял великий князь Ольгерд. Великим князем он стал не сразу. У Гедимина было 7 сыновей, которые получили в правление разные части Великого княжества, и поначалу единого великого князя не существовало в природе. Таким по факту стал Ольгерд, который взял на себя дело своего отца и совершил несколько достаточно успешных походов на юг, на Украину, нынешнюю Украину, и в сражении при Синих водах он закрепил свое владение Волынью и Подольей, в том числе Киевским княжеством. Таким образом, при Ольгерде к концу XIV века Великое княжество Литовское стало достаточно большим территориальным государством, включавшим в себя нынешнюю Белоруссию, нынешние северо-западные области Украины, часть московских территорий, то есть Брянск, Смоленск и так далее. Но это было номинально, потому что население концентрировалось на тех землях, где можно было вести сельское хозяйство безопасно. Южнее линии Житомир, Киев, Ромны, Путивль, Рыльск вести сельское хозяйство было невозможно. Это была степь. Она была до безумия плодородной, но столь же до безумия опасной. Потому что любое крестьянское хозяйство, оно требует оседлости. Оседлость – это слабость. Потому что она привлекает степняков, которые своими налетами прекращают всякое хозяйствование, уводят землепашцев в полон, или же их убивают, если они старые, немощные, а хозяйство разоряют. Для степняка нет никакой пользы в крестьянине, пашущем землю. Степняк разводит лошадей, овец. Ему нужна свободная степь. Поэтому все любопытные байки о том, что Великое княжество Литовское владело диким полем, мы оставим украинским историкам. Владеть диким полем может только конная орда, Золотая Орда. Больше никто. Потому что, чтобы владеть диким полем, нужно иметь очень большую кавалерийскую армию. Если Ольгерд смог победить ордынцев при Синих водах, то уже Витовт, его наследник, этого не смог. Он потерпел чудовищное поражение от ордынцев и, к сожалению, уступил часть территории. То есть окончательно
закрепиться на Нижнем Днепре, он не смог. Но это не важно. Не в этом суть. Суть в том, что до какого-то определенного времени, скажем, где-то до начала 15 века, даже, пожалуй, до середины 15 века, владение диким полем не имело никакого смысла. В нем не было смысла, потому что дикое поле – это экономически обременительно. Военно-стратегически бессмысленно, политически не имеет каких-то оснований. Там нет городов, там нет торговли, там нет сельского хозяйства, там нет ничего. Ситуация начала меняться на рубеже XVI века. Вот тут уже ситуация начала меняться радикально, потому что Западная Европа, переживавшая в это время эпоху Возрождения и начало промышленной революции, потребовала большое количество продовольствия, потому что много людей ушло из сельского хозяйства в мануфактуры, многие утратили связь с землей, и возник рынок продовольствия, доселе штука невиданная, потому что до этого времени продовольствие возделывали все, пшеницу сеяли все, соответственно, нужды в ней не было. Новые города Европы, новые промышленные города Европы потребовали централизованного завоза пшеницы, которая возделывалась на территориях Великого княжества Литовского к югу от Припяти. И вот тут началось достаточно серьезное движение. Дело в том, что этими землями по большей части владела шляхта и магнаты. Они не платили налоги в казну Великого княжества Литовского. То есть богатела только магнатерия. Богатела шляхта, государство от этого не имело практически ничего. То есть какие-то государственные земли были, но на них нельзя было посадить никого, не было людей для возделывания этих земель. И прежде всего было трудно на эти земли вывести людей из старых воеводств, потому что эти люди требовали защиты и охраны от степняков, от крымских и ногайских орд. Вот. Поэтому для того, чтобы расширить производство пшеницы, требовалась военная сила. Военной силы не было, потому что государство было слабо. Государство было слабо, оно не могло себе позволить расширение экономического пространства на юго-восток, туда, где были залежи целинных черноземов. То богатство, которое Украина вчера решила продавать. Ну да бог с ним. Это их дела. Речь не об этом. Великое княжество Литовское территориально государство крупное, но экономически и политически, к сожалению, оно было, по большому счету, малоценно, ничтожно. Чего уж там говорить. Она не могла позволить себе содержать большую армию. У нее не было больших резервов золота и серебра. Это было бедное государство. И начавшаяся в 1565 году война с Москвой за Ливонские земли, она это показала просто очевидно. Литва очень быстро была в военном плане разгромлена. И единственное, на что могли пойти литовские нотабли, это обратиться за помощью к Польше. Польша и Литва достаточно долго были неким симбиозом. То есть великий князь Литовский был и королем польским. Была даже Кревская уния 1385 года, которая соединила оба государства в единое целое. Потом она распалась, но не суть важно. Суть в том, что Литва как государство потерпела полный крах. Литва стала банкротом. Военным, политическим, экономическим. Поэтому литовские антабли, прибывшие в Люблин на подписание унии, не стали дергаться, когда узнали, что магнаты Литовской Руси, то есть воеводств Волынского, Братславского, Подольского, Киевского и Черниговского, обратились к польскому королю с просьбой взять их под свою руку.
В этом был смысл чисто экономический. Правящие на Литовской Руси магнаты не хотели платить обанкротившемуся государству Литве, а хотели стать частью процветающего государства Польши. Причем частью достаточно обеспеченной. С их спиной были огромные площади латифундии пахотных земель, прекрасного украинского чернозема, на котором росла пшеница, степное золото. Эта пшеница, собиравшаяся с подольских, киевских и волынских латифундий, шла прямым потоком в Сандомир и Казимиш-Дольный, грузилась на барки и по Висле шла в Данциг, где перегружалась на большие корабли и уходила в Лондон и Амстердам. Так вот, эта пшеница стоила гульден за пуд. Гульден – это крупная серебряная монета весом 24 грамма. Это очень большие деньги по тем временам. Очень большие деньги. Магнатерия Литовской Руси дико богатела. Но она видела, что литовское государство не способно ее защитить в случае нужды. Литовское государство могло только всевозможными чрезвычайными налогами ограбить. И больше ничего. Конечно, оно и грабить особо не могло, потому что не имело таких возможностей, но старалось отщипнуть. Польша же, по понятиям нотаблей Литовской Руси, этого бы не делала. И они приобрели государственную защиту, безопасность, оставаясь при своих. Поэтому ничего удивительного нет в том, что все сеймики воеводств Литовской Руси проголосовали за переход под руку Польши. Таким образом, Люблинская уния не просто стала союзом короны и княжества. Люблинская уния еще законодательно закрепила переход земель Литовской Руси под руки польских королей. Эта территория стала польской. То есть территория нынешнего северо-запада Украины, нынешних областей Волынской, Житомирской, Хмельницкой, Киевской, Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской, эти области и бывшая когда-то Литовской Русью стали польскими. Маленький момент. Львовская область тогда уже была воеводством русским в составе польской короны. Она стала таковой по результатам почти 50-летней войны между Литвой и Польшей за эти территории. Но это ладно. Вот с того момента мы и начнем разговор о восстании Наливайко, о его предпосылках, о его ключевых смыслах, которых несколько. Итак, 1569 год. Подписание Люблинской унии, по которой Литва становилась младшим партнером в конфедерации с Польшей, утратив основу своего экономического могущества – земли Литовской Руси. С этого момента магнаты Литовской Руси становились некоронованными королями Волыни, Подолии, Киевщины, Братславщины, Черниговщины. С этого момента началась постоянная экономическая экспансия Польши на юго-восток. Она объяснима и понятна. Каждая новая 1000 гектаров, захваченная у степняков, это новые 1000 пудов пшеницы. Это новые 1000 гульденов. Гульден за пуд. Поэтому магнаты шли на всевозможные ухищрения, чтобы захватить как можно больше земли. Проблема в том, что тогдашний король Польши, скажем, после Жигемонта Старого и король Жигемонт Август, правивший Польшей, довольно снисходительно относился к тому, что магнатерия Литовской Руси поголовно православная.
В этом не видел ничего страшного, никаких проблем. Главное, чтобы служили общему делу, а там уже как-нибудь с Божьей помощью все будет хорошо. В принципе, все было бы хорошо и славно, но в 1572 году Сигизмунд Август умирает. Это был последний Ягеллон. После него началось первое бескоролевье, и магнатерия Польши и нотабли Литвы решили избрать себе нового короля. Ну, там достаточно сложная и долгая история. Претендентами на трон считались и Иван Грозный, как-то не удивительно звучит, и шведский королевич, и Максимилиан III, эрцгерцог австрийский. У каждого из них была своя партия при королевском дворе в Кракове, и каждая из них тянула дело на свою сторону. У каждой из этих партий были свои лидеры. Ян Замойский, канцлер, стоял за то, чтобы избрать шведского принца. Зборовские, достаточно многочисленное и влиятельное семейство, стеной стояли за Максимилиана III. Многие литовские нотабли считали возможным избрать русского царя. В общем, дошло до того, что Максимилиан III решил, что нужно брать трон силой оружия, и перешел границу. Но при Бычине был разбит, бежал обратно в свои пределы. Затем в 1588 году был пленен канцлером Яном Замойским и посажен в замок Бензин, где просидел почти год, пока его старший брат, император Рудольф III, собирал бакшиш за возвращение блудного брата. Более того, Ян Замойский потребовал, чтобы австрийский кайзер подписал окончательный отказ от Спиша в пользу Польши. Но это уже совсем другая история. Суть в том, что все же польским королем был избран шведский принц. Потому что все-таки он был сыном Катерины Ягеллонки, в его жилах текла кровь ягеллонов, и он гораздо ближе был по родству к прежним королям. К сожалению, это было не лучшее решение. Ну а почему, я расскажу это во второй лекции.